Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Или это уже не актуально? Все звери к зиме накапливают подкожный жир, чтобы спокойно перезимовать. Надеюсь, что всех летом хорошо поработали в саду и в огороде, собрали богатый урожай. А осенью и зимой будем ходить в гости. Ходить в гости надо правильно, со своими пирогами. Но у меня канал не кулинарный, а швейный, и будем шить сумку, переноску для пирогов. Этот прекрасный поднос, привет из Нижнего Тагила, такого же размера, как наша любимая форма для запекания. Размер у него 30 на 40 сантиметров. Давайте попробуем сделать выкройку. Хорошо, что есть печатные бумажные газеты. Можно наглядно представить, как будет выглядеть наша сумка. Знаете, очень удачно, что в моих запасах нашелся кусок термостежки красивого голубого цвета. Его как раз хватит. Смотрите и считайте количество деталей. 5 прямоугольников размером 31 на 41 сантиметр голубого цвета из термостежки. 3 детали из основной ткани. Я взяла знакомый вам темно-синий перкаль. Все детали одного размера. И еще деталь из хлопкового ватина. 2 темно-синие детали сложим вместе с голубыми. Прошьем по краю с 3 сторон, чтобы получились 2 длинные заготовки. А одну темно-синюю деталь простегаем с хлопковым ватином. Его еще по-другому называют холстопрошивное полотно. Его можно приобрести или в интернет-магазине метражом, или в хозяйственных магазинах под названием «Хлопковая тряпка для пола». Стежку сделаем самой простой, по квадратам. И еще вывернем длинные детали, на них надо будет сделать отделочную строчку. А теперь перейдем к боковым деталям. В качестве выкройки используем голубую термостежку. Еще выкроем 2 прямоугольника для ручек размером 20 на 25 сантиметров. Мои постоянные зрители помнят, как я мужественно боролась с мелкими лоскутками, нашивала их на основу и готовила длинные полосатые ленты. Их очень удобно хранить рулончиками в свернутом виде и также легко использовать. Ширина их 7 сантиметров. Еще приготовим полоски ткани шириной 5 сантиметров. Вы видите, что детали для ручек прошили по краю, вывернули и отстрочили с 2 сторон. А к цветным полоскам нашиваем темно-синие. А теперь будем продумывать дизайн этих боковин. 2 полосатые детали, 2 темно-синие полоски и еще до нужного размера немного не хватает. Выкроем полоску шириной 12 сантиметров. Конечно, это только мои расчеты, мои размеры. У вас могут быть свои цифры. Недавно разговаривала с подругой. Она говорит, на ютубе показывают только одну ерунду. Как люди пьют и жрут, и ничего больше. То есть она это смотрит, возмущается и продолжает смотреть. Естественно, YouTube видит ее интерес и начинает показывать ей как можно больше таких роликов. Поэтому смотрите мои видео до конца, ставьте классы, пишите комментарии, и тогда YouTube будет вам показывать каналы по творчеству и рукоделию.
А теперь приступим к сборке боковин. Для начала займемся ручками. Эти длинные детали разрежем пополам. Нам надо 4 штуки размером 12,5 на 9 сантиметров. А вот сейчас лучше действовать пошагово. Найдем середину длинной стороны боковины, отметим ее и с обеих сторон от нее отметим по 5 сантиметров. Это будет место фиксации ручек. Ручки складываем пополам. Лучше будет, если мы сначала пришьем ручки, а уже потом будем прошивать всю деталь. Шьем сначала короткую сторону, потом длинную с ручками, потом опять короткую. Уголочки лучше закруглить. Готовые детали выворачиваем, тщательно расправляем все швы. Надо будет их отстрочить по краю. И сделаем еще самую простую стежку прямыми линиями по швам. Все-таки у нас здесь мелкие лоскутки, и надо их прошить, зафиксировать. Конечно, если есть желание, можно придумать интересные узоры для стежки, но я думаю, что уже сейчас пироги будут просто счастливы, когда окажутся в такой роскошной сумке-переноске. Вот теперь, когда все детали готовы, приступим к окончательной сборке. Для начала присоединим 2 длинные боковые стороны к темно-синей простеганной детали донышка. Обратите внимание, складываем детали вместе темно-синей стороной. После этого присоединяем 2 боковые широкие детали. Смотрите, что у нас получается. Центральная часть с 4 крыльями, клапанами. Сейчас мы очень аккуратно свернем эти клапаны, чтобы они были внутри и не попали в шов. А сверху закроем деталью голубой термостежки. Это все надо прошить по периметру, оставив отверстие для выворачивания. А теперь самое интересное – выворачивание, рождение новой сумки, как бабочка из кокона. Расправим крылья клапаны и все подтянем. Остается только прошить это донышко по периметру. Знаете, вот на этом этапе при желании вы можете вложить в дно что-нибудь твердое. Ясно дело, что не картон, он развалится при стирке. Можно фанеру или пластиковую доску. Но я прикинула, что пироги будем носить в форме для запекания или на подносе, поэтому ничего не стала вкладывать внутрь. Теперь продумаем систему застежек. Решила сделать на ленте липучки. Кто знает, какой высоты будет содержимое, а нам надо, чтобы ничего не выпало. Часть ленты липучки с мелкими крючками пришьем ближе к краю длинной боковой части. После этого сделаем примерку и наметим места для второй части липучки. Еще раз проверяем, все ли нас устраивает. Обратите внимание, ворсистую часть ленты липучки сделала немного длиннее. Так можно регулировать степень натяжения. После этого приступаем к ручкам. Ручками будут бамбуковые палочки. Конечно, идеально деревянные. Но где же их взять в городской квартире такую роскошь? Кстати, я видела в интернете на картинке вариант, когда в качестве ручек использовали деревянные ложки с длинной ручкой. Бамбуковые палочки хоть и кажутся хрупкими, но на самом деле это очень крепкий материал. Уникальность бамбука в том, что он очень легко расщепляется вдоль и очень сложно сломать поперек. А здесь в каждой ручке по 2 палочки, и вес они могут выдержать очень серьезный. Почему по 2, а не по 1?
Они короткие, и чтоб не выскочили при использовании сумки, их можно немного сдвинуть, раздвинуть и увеличить длину. Проводим испытания, сначала проверяем пустую сумку, а потом уже с нагрузкой. Вот пирогов почему-то никто не приготовил. Печалька. Но ничего, под рукой есть духовная пища. Толстенные, очень тяжелые книги. Если сумка выдержит их вес, то и пироги можно ей доверить. Все хорошо. Боковины держат, ничего не вываливается. Еще один момент. Давайте посчитаем количество слоев утеплителя. Внизу хлопковый ватин и термостежка. Это 2 слоя. Сверху тоже 2 боковых длинных детали с термостежкой. И широкие боковые части тоже сохраняют тепло. Пироги дополнительно укутывают полотенцами. Но, во всяком случае, горячую пиццу из пиццерии донести до дома я точно смогу. Вот сейчас сижу и думаю, кто в моем ближайшем окружении вкусно готовит. Надо будет подарить ей эту сумку с намеком, что всегда рады ее видеть. Надеюсь, что вам понравилась идея сшить такую сумку. Знаете, как на свадьбах устраивают беспроигрышные лотереи? Дарят ложку со словами: «Вы со спутницей такой нигде не пропадете. Из любых гостей домой сытыми придете». Милые мои девочки-рукоделочки, пусть в вашем доме всегда царит мир и уют, и пусть всегда пахнет пирогами и разными вкусностями, запеченными в духовке. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. В описании под видео есть ссылки на все мои группы в Одноклассниках, ВКонтакте, на платформу Яндекс.Дзен. Заходите почаще, всегда вам рада. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!